Генферон – комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав, оказывает местное и системное действие. В составе препарата генферон входит рекомбинантный человеческий интерферон альфа-2b. Интерферон альфа-2b оказывает противовирусное, иммуномодулирующее, антипролиферативное и антибактериальное действие. При ректальном введении препарата отмечается высокая биодоступность, более 80% интерферона, в связи с чем достигается как местное, так и выраженное системное иммуномодулирующее действие. При интравагинальном применении за счет высокой концентрации в очаге инфекции и фиксации на клетках слизистой оболочки достигается выраженный местный, противовирусный, антипролиферативный и антибактериальный эффект. При этом системное действие за счет низкой всасывающей способности слизистой оболочки влагалища незначительное. Максимальная концентрация интерферона в сыворотке крови достигается через 5 часов после введения препарата. Показания. В составе комплексной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях урогенитального тракта у взрослых генитальный герпес, хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз, рецидивирующий вагинальный кандидоз, гарденереллез, трихомоноз, папилломавирусная инфекция, бактериальный вагиноз, эрозия шейки матки, цервицит, вульвовагинит, бартолинит, адниксит, простатит, уретрит, волонит, баланопастит. В составе комплексной терапии острого бронхита у взрослых. В составе комплексной терапии хронического рецидивирующего цистита, бактериальной этиологии у взрослых. В составе комплексной терапии хронического эндометрита у взрослых. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость интерферона и других веществ, входящих в состав препарата. С осторожностью применять при обострении аллергических и аутоиммунных заболеваний. Способ применения и дозы. Инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта у женщин. По одному суппозиторию 250 тысяч единиц или 500 тысяч единиц, или 1 миллион единиц в зависимости от тяжести заболевания, вагинально или ректально, в зависимости от характера заболевания. 2 раза в сутки ежедневно, в течение 10 дней. При затяжных формах 3 раза в неделю, через день, по одному суппозиторию, в течение 1-3 месяцев. При выраженном инфекционно-воспалительном процессе во влагалище возможно применение одного суппозитория 500 тысяч единиц интервагинально утром и одному суппозиторию 1 миллион единиц ректально на ночь, одновременно с введением во влагалище суппозитория, содержащего антибактериальные фунгицидные агенты. Для нормализации показателей местного иммунитета при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального тракта у женщин при сроках беременности 13-40 недель применяют по одному суппозиторию 250 тысяч единиц вагинально 2 раза в сутки, ежедневно в течение 10 дней. Инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта у мужчин. Ректально по одному суппозиторию 500 тысяч единиц или 1 миллион единиц в зависимости от тяжести заболевания. 2 раза в сутки в течение 10 дней. В составе комплексной терапии острого бронхита у взрослых. По одному суппозиторию 1 миллион единиц. Ректально 2 раза в сутки в течение 5 дней. В составе комплексной терапии хронического рецидивирующего цистита у взрослых. При обострении по одному суппозиторию 1 миллион единиц ректально 2 раза в сутки в течение 10 дней в сочетании со стандартным курсом антибактериальной терапии. Затем по одному суппозиторию 1 миллион единиц ректально через день в течение 40 дней с целью профилактики рецидивов. В составе комплексной терапии хронического эндометрита у взрослых. Ректально по одному суппозиторию 1 миллион единиц 2 раза в сутки в течение 10 дней. Затем по одному суппозиторию 500 тысяч единиц ректально 2 раза в сутки в течение 10 дней. Затем ректально по одному суппозиторию 1 миллион единиц через день в течение 10 дней. Применение при беременности и кормлении грудью. Показано применение для нормализации показателей местного иммунитета при сроках беременности 13-40 недель в составе комплексной терапии генитального герпеса, хламидиоза, уреоплазмоза,
микоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции, папилломавирусной инфекции, бактериального вагиноза при наличии зуда, дискомфорта и болевых ощущений в области нижних отделов урогенитального тракта. Клиническими исследованиями была доказана безопасность интравагинального применения препарата Гинферон 250 тысяч единиц при сроках беременности 13-40 недель. Безопасность применения препарата в первом триместре беременности не изучена. Особые указания. Для предотвращения урогенитальной реинфекции рекомендуется рассмотреть вопрос об одновременном лечении полового партнера. Допускается применение препарата во время менструации. Препарат Гинферон не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций, управления транспортными средствами, машинным оборудованием и тому подобным. Побочные действия. Препарат хорошо переносится больными. Очень редкие побочные реакции, общие расстройства и нарушения в месте введения. Возможны аллергические реакции, в том числе местные. Продолжение лечения возможно после консультации с врачом. Могут наблюдаться явления, возникающие при применении всех видов интерферона альфа-2b, такие как озноб, повышение температуры, утомляемость, потеря аппетита, мышечные и головные боли, боли в суставах, потливость, а также лейка и тромбоцитопения. Но чаще они встречаются при превышении суточной дозы свыше 10 миллионов единиц. До настоящего времени не наблюдалось тяжелых побочных явлений, так как и для любого препарата интерферона альфа-2b в случае повышения температуры после его введения возможен однократный прием парацетамола в дозе 500-1000 мг. Лекарственное взаимодействие. Гинферон наиболее эффективен в сочетании с лекарственными средствами, включая антибиотики и другие противомикробные препараты, применяемыми для лечения урогенитальных заболеваний. Ненаркотические анальгетики, антихолеестеразные лекарственные средства, усиливают действие бензокаина. Бензокаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидов. Передозировка. О случаях передозировки препаратом Гинферон не сообщалось. При случайном единовременном введении большего числа суппозиториев, чем было предписано врачом, следует приостановить дальнейшее введение на 24 часа, после чего лечение можно возобновить под предписанной схеме. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре от 2 до 8 градусов, в местах, недоступных для детей. Срок годности 2 года.